Всем привет! Снова у нас индивидуальный и видеоурок. И наконец-то это для города Ижевска. Наконец-то воспользовались там не Краснодарский край, не Сибирь, а именно Ижевск. Впервые видео снимается для клиента из города Ижевска Анастасия. Ну, почему, наверное, так? Потому что, в принципе, в Ижевске мы вживую показываем мастер-класс. Ну, конечно, времени все меньше и меньше встает, но все-таки мы показываем при необходимости. А видеоурок, в принципе, что видеоурок? Его можно всегда перелистать, пересмотреть. Это очень полезная штука. И снимаем мы вот по этому фото. Так, оно в реальности будет без полос. Но мы все-таки сделаем с полосами вот с этими золотистыми. Ну, потому что, чтобы скучно не было. Чтобы видео не было скучным. То есть нанесение будет максимально понятно. Просто, Анастасия, обратите внимание, что вы будете делать без полос, без лишних движений. Приступим к нанесению. Мы первый слой окрасим. Опять же, почему мы красим? Потому что мы будем делать расшивку золотистую. Анастасия, вы не красите. Вы сразу будете наносить. То есть этот шаг можете перемотать. Окрасили и ждем высыхания, полного высыхания. После высыхания краски нанесем золотистую лазурь. Так, вопрос еще бывает иногда, чем отличается лазурь от эмали. По моему мнению, лазурь это полупрозрачный золотистый состав, ну или серебристый, или бронзовый. Он полупрозрачный. А эмаль, она более плотная, как краска. Но это мое сугубо личное мнение. Кто не согласен, можно написать в комментариях. То есть здесь видно, что это золотистая, но она высохнет и такая станет полупрозрачная. После того, как мы с помощью валика нанесем вот эти полосы перламутровые, мы снова оставим сохнуть часа на 4. А вот как именно полосы наносить, это уж дело хозяйское. То есть кому нужна одна широкая, кому несколько узких, кому-то крест-накрест и как угодно. Нанесли и оставляем сохнуть. После того, как высохла лазурь, расклеиваем скотч. Скотч у нас есть разной ширины, есть 6 мм, 10 мм, 15 мм, ну и стандартные 2,5. Здесь вот широкий используется 2,5 скотч. Стараемся, чтобы ровненько он лег. Так, еще раз напомню, что Анастасия линии не просила. Мы линии формируем для того, чтобы было чуть интереснее. Наносить будем травертин акриловый, линейка Gura Decor Light. Так, теперь, Анастасия, уже нанесение для вас. То есть вы наносите белый травертин более-менее однородным слоем, и слой такой достаточно плотненький. Полностью укрывая поверхность стены. Представьте, что здесь нет золотистых линий и скотча, и вы просто наносите травертин. Хочу
напомнить для тех, у кого нет опыта. Штукатурка декоративная, наносится небольшими участками, формируется рисунок. Дальше следующий участок наносим, продолжаем формировать рисунок. То есть вот это вот нанесение вы не делаете полностью на всю стену. Вы делаете его, ну, примерно метр на метр, 1,5 на 1,5. По сырой штукатурке нанесли участок, о чем я и говорила, и по сырой штукатурке создаем шагрень с помощью валика. И продолжаем нанесение слоя. Здесь, грубо говоря, чем гуще будет слой, тем более выраженная будет фактура. Вот так выглядит сырой травертин. Немножко зернистенький. Не крупное зерно, знаете, бывает как вот в травертинах, а вот такое, вот зернышко. И продолжаем валиком создавать шероховатую вот такую вот поверхность. Шагрень, шуба, как ее еще назвать? Валик после штукатурки декоративный просто моем водой, и можно дальше его использовать хоть на грунтовку, да хоть и на покраску, почему бы и нет. Просто помыть валик и все, и использовать его. Так, теперь, прежде чем что-то делать дальше, нам нужно немножко подождать подсыхания. То есть штукатурка у нас очень сырая. Видно, вот влага прямо в ней. Давайте с другой стороны пролезем. Камера не показывает, влага в ней, прям сырость. Ждем немножко, минут 15. Мы еще немножко подождали и снова приглаживаем. Вот обратите внимание, видите, верхушечки гладкие встают. Штукатурка уже за кельмой не тянется. Белый цвет видно плохо, но сейчас мы его покрасим, будет интересней. Ну, я думаю, что здесь снимать особо уже нечего. Нам нужно более-менее гладкую поверхность, вот такую. Снимаем скотч. Штукатурка еще не полностью высохла. Она еще достаточно влажная. Так, что у нас опять проблемы со скотчем? Так, у нас опять проблемы со скотчем. Видите, вот клей остается. Будем отколупывать его. Так, ну, это уж знаете. Ладно, хоть лазурь наша на месте. А вот это придется ковырять. Блин. Фу.
Гадость какая. Ну, лазурь красиво легла, сейчас мы ее почистим. Вот, хочу показать, как легла лазурь, вот. Она ровненькая, красивая, а это такой противный клей. Ну, это вот скотч такой, что-то мы подзабыли, что... Вот он, видите? Фу, какой поганый. Так, и теперь знаете, что мы сделаем? Поклеим его снова. А почему мы его снова поклеим? Потому что нужно красить. Суть в чем? Если бы мы сейчас наносили колерованную штукатурку, то мы бы просто сняли скотч. А так как нам нужно ее сверху покрасить, соответственно, чтобы не было вот это вот... Если бы мы сейчас ее покрасили, а потом сняли скотч, то у нас вот этот торец-то белый бы торчал. Был бы белый. И сейчас поэтому делаем двойную работу. Снова расклеиваем, чтобы покрасить и снова снять. Вот так. Заколеровали краску в цвет, который выбрала Анастасия, наша покупательница. Она также хотела и цвет согласовать по видео. Ну, то есть нравится, не нравится. Краску мы вот так заколеровали. Вот она. Так, чтобы людям объяснить цвет. Какой цвет? Он ведь не черный, он синеватый, да, такой? Серо-черный. Серо-синий какой-то. Ну, темный достаточно. И окрашиваем так плотненько. Можно это окрасить и за один раз, прокрашивая вот в углублениях где-то белые частицы. Смотрите внимательно, чтобы прокрашено просто было. То есть краска достаточно укрывистая. Окрашиваем. Вот так выглядит окрашенная поверхность. И сейчас мы снимем скотч и оставим сохнуть. Сейчас главное, чтобы, когда мы скотч снимаем, опять белые краешки не были видны. Ну, клей-то ладно, со скотча остается. Обратите внимание, если вы делаете расшивку, выбирайте грамотно скотч. Мы вот жадные люди. Все хотим старое использовать, вот расходуем вот этот зеленый себе же во вред. Надо выкинуть его и все, и больше никогда в жизни его не использовать. Вот просто по забывчивости. То есть лежит скотч, вот его и клеим. И забываем, что он оставляет клей. Кстати, на черном фоне, вот на этом, красиво очень смотрятся золотые линии. И даже беленького я не вижу. Затекание есть, да, но это опять же скотч. Затекание надо будет подчищать, подкрашивать. В общем, снимаем и ждем высыхания краски. И продолжим. Вот сняли. Так он выглядит сырой. Ждем высыхания и продолжим. Готовый образец. Я надеюсь, вам понравился наш видеоурок. И он пригодится не только Анастасии, но и еще кому-то, вот кто смотрит нас сейчас, наши ролики. И кому понравился данный вид нанесения тоже, штукатурку можно приобрести у нас. Как это сделать? Перейдя по ссылкам в описании. Там есть ВКонтакте, Viber, WhatsApp, заявка на звонок. То есть там есть очень много способов с нами связаться. И мы поможем вам рассчитать, выбрать цвет, оформить доставку и сопроводим, если вы желаете нанести своими руками. В процессе вы вот штукатурку получили, и звонят люди, пишут, консультируются, а как здесь, а как тут. Ну, то есть это очень удобно в таком режиме работать. Всем спасибо, ставьте лайк и пока.